Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я приехала из Стеджи в метро. Ехала я на автобусе примерно час 10. Это не близко. Сейчас зайдем в магазин, посмотрим, что здесь есть. Отличается ли товар в метро от вашего товара, если у вас есть такие магазины. Ну, я думаю, эта марка везде есть. Давайте пойдем, посмотрим все, сравним. В общем, друзья, я, как всегда, вас беру с собой. Погнали. Из Теджи сюда идет 77-й автобус. Только один идет. Сейчас перейду дорогу. Здесь трасса очень оживленная. И пойдем смотреть, что здесь есть. Зашла в отдел. Здесь, смотрите, также продают одежду. 399, 91 лира. Футболочки. Выбор большой, очень много. Разные по цвету. Без рисунка там цена чуть подешевле. 369,99. Вот такая классическая модель. Размеры большие есть. И расцветки есть разные. А так немного одежды. Кофточки, брюки. Это мужской отдел полностью. Вот такие. Это флис. 490, ну 500 лир стоят такие. Здесь в большом ассортименте джинсы представлены. Расцветки разные. Что здесь почем? Цена закрашена, не видно. А вот вижу, 899 лир. И куртки такие более легкие, Коламбия. Вот такие. Сколько здесь цена? 6990. Они по размерам идут. Ну, все в синем цвете. Здесь все по рядам. Сладости. Я, как всегда, видите, сумочку взяла на всякий случай. Холодильник, сумка переносная. Посмотрим, может, что-нибудь такое вкусное купим. Мне нужен сыр сливочный. Здесь обувь. Сейчас пройду, посмотрю, сколько чего стоит. Кроссовки. Вот такие Коламбия, да? Более теплые такие осенние, цены не вижу. Ну приблизительно вот 3990 лир. Вот такая моделечка стоит. Так, в ассортименте моделей много, женские. Сейчас посмотрим пару позиций. 2990. Вот такая легенькая модель стоит. И расцветки есть разные, более легкие такие моделечки. Ну, я, как обычно, зашла, где сладости, показать вам. Разные лукумы по 263 лиры в упаковочках. Цены разные, смотрите, ребята. Это чурчхела 273 лира. Очень много. А дальше смотрю сублимированные фрукты. Это клубника, бананы, киви. Все есть. Манго, я смотрю, все сублимированное. Здесь цена за килограмм есть поштучно. Вот чем больше вы берете, будет цена ниже. Видите, 87 лир. Одну, если 6 штук берете. Если одну, 125 лир. Ну, в принципе, дороже, чем в сетевом магазине. Как его? Сейчас вспомню. В магазине Мигрос. Да, там дешевле немного такие вещи. Разные, видите, как сделано все. Инжир 92 лиры, 50 куруш. Здесь это что такое? Это шелковица, видите, какая сублимированная. 439 лир. И пошли дальше сухофрукты. Курага, орешки. Очень много, но цены немного дороже, чем в Мигросе или там Шоке, в Биме. Там чуть подешевле. Я хотела купить шоколад, вот этот Калюбаут. Я не знаю, насколько он подорожал. Последний раз был 2500 и там копейки какие-то. Посмотрим, сколько сейчас стоит. Этот ряд уже большие упаковки. Видите, поскольку 25 килограмм чечевица красная. Сколько она стоит? А вот цена 2259 лир за чечевицу. Булгур продают. Также по сколько? По 25 килограмм. Видите, большие мешки. Но это кто занимается
бизнесом. Обычно берут такие упаковки 951 лира. Продают все. И фасоль есть, и белая, и такая цветная. Все в больших мешках. Стоимость цветной фасоли 2349 лир. По 25 килограмм все. Макароны 5 килограмм, 149 лир. Подошла я к кондитерскому отделу. Здесь разные, видите, поливки, соусы. Вот такая клубничная у меня дома есть, банановые. Они стоят недорого, 115 лир. Есть шоколадные соусы, видите, для мороженого поливать. Есть чуть подороже. Вот такие. Соус карамель. Сколько он стоит? Один стоит 234 лиры в ассортименте. Даже есть, смотрите, арбузный 449, ну 450 лир. Вот такой арбузный. Очень много всего. Такой шоколад Дропсы 2,5 килограмма, но это не шоколад, а такая типа плитки шоколадной. Хочу сказать, что появился шоколад, вот 2,5 килограмма фирмы Nestle. Это темный, молочный и белый шоколад. Стоит он 2000 без 1 лиры. Потом есть вот такой еще шоколад. Ну, это плитка шоколадная. Цена на него 709 лир и 725 лир. Немножко другой, более темный. Вот такая. Потом есть шоколад, который заказывает сам магазин Метро. Это профессиональный шоколад. Здесь 53% и 70%. Чем выше процент какао, тем он стоит дороже. 1319, ну 1320. Хочу сказать, по ценникам все напутали. Смотрите внимательно. Вот смотрите, так, 53% стоит 2200, считай, лир. А 70, вот написано 70%, стоит уже 1809 лир. А вот это вот колебаут, который я всегда беру, но здесь расфасовка небольшая, по 400 грамм. 400 грамм стоит 420, ну 430 лир, это 70%, 75, видите. Чуть дешевле, 54,5 цены я не вижу, нету. И вот еще какой-то новый шоколад появился, его не было раньше, Gold золотой. 3 капельки, это хорошая тянучесть для конфет, вот очень удобно. Стоит 450 лир. Это 2 капельки, он менее тянучий шоколад. Стоит, но эта цена неправильная. Нету здесь, видите, не указано, сколько процентов шоколада. Это какой-то другой был, но его сейчас нету. Ну, а я обычно беру вот такой шоколад, 54,5%. Но это темный шоколад. Бывает немножечко поменьше. Номер идет другой, поэтому молочный. Он немного отличается. Но темный, вкусный для трюфелей. Хороший шоколад. Сейчас стоит он 2299. Удивительно. Значит, подешевел немного. Потому что последний раз, когда я была и здесь покупала, был 2,5. И там еще с копейками подороже был. Ну что, возьму я вот этот шоколад, который всегда брала. Но сейчас упаковка немного поменялась, цвет. Видите, здесь сбоку все указано. До какой температуры греть. Потом, что постыл шоколад. Потом немного нагреваете и делать, что можно с него. Вот здесь с другой стороны я вам покажу. Видите, и конфеты можно делать, все полностью. И для тортов. Как вам такая шоколадка, ребята, на 2,5 килограмма? Вкуснятина, да? Ой! В общем, вот этот целый ряд. Все для выпечки. Карбонат. Это сода. Ну, поскольку здесь по 3 пачки, да? Да, по 3 пачечки. Стоит 8,90. И, в общем, все такое есть. Дрожжи. Так, фисташковая паста. Вот смотрите, сколько тут 1 килограмм. 1024 лиры получается. Есть шоколадная паста.
Это для начинки можно. Ну, большая емкость. В принципе, мне пока не надо. Не собиралась еще делать. Это для кексов, для тортов такие сухие. По 2619 лир стоит эти торты делать. Соусы, очень много соусов. По 21 лире, по 29. Есть по 16 лир даже, видите, они дорогие. Вот такие крема шанти сейчас подорожали. Здесь 4 штуки, это как 2 упаковки. 4 штуки 139 лир получается. Крем шанти. Я смотрю, появилось сгущенное молоко. Смотрите, в каких банках жестяных. 390 грамм. 121 лира 20 курушей. Раньше его не было. Ну, в принципе, есть в Мигросе в таких мягких упаковках. Но там дороже цена стоит. По-моему, 138 лир. Разные крахмалы. Все есть. Всего очень много. Ну, такие вещи. Вот в упаковках все вот это, да, продается в Мигросе, в Метро, в Биме, в Шоке. В принципе, во всех магазинах. Те же пудинги. Просто здесь как бы цена на пудинг дороже, чем вот в сетевом магазине. В том же А101 взять, там дешевле будет стоить. Есть большие упаковки. Вот смотрите, пудинг клубничный, да, 3 килограмма. Большая упаковка стоит 370 лир. Ну, там без 10 курушей. Это обычно берут, у кого кафе есть. Или кофейни там делают пудинги, все. Здесь разные конфитюры, начинки. Ну вот, смотрите, ананас, да, например, колечки есть. Стоит 196 лир. На рынке, вот недавно я видела, по 100 лир даже ананасы продавали. Или вот в таких ведрах больших, по 7 килограмм. Представляете, вот начинки такие, поливки, все это по 7 килограмм. Стоит 519. Есть подороже, 589. А вот в таких баллонах это покрытие велюр. Видите? Шоколад. Если вы делаете муссовые торты или там пирожные, да, вы их замораживаете и потом достаете и покрываете с баллончика велюром. Велюрите торт или пирожные. Очень много разных. Видите, это загустители идут по 75 грамм. Сколько он стоит? И 264 лиры. Агар. Вот рядышком агар также 75 грамм. Агар дорогой. 430, ну 440, считай, лир. Изомальт. Это вот такой, ну знаете, прозрачный получается, да, как стекло можно делать. Так, изомальт я не вижу цены. А вот цена 178 лир. Пектин. Ну, это можно зефир делать. Как агар, так и пектин. Стоит пектин, да, 350 лир. Вот агар и пектин очень дорого. Ну, а в более больших таких, это глюкозный сироп. Если вы конфеты делаете, добавляете там буквально 50 грамм, ну, в зависимости от порции. И продлевайте как бы срок хранения своим конфетам. Но они съедаются очень быстро. А сколько он стоит? Стоит одна баночка 209, ну, 220 лир. Еще посыпочки есть такие, видите? Вот такая штучка. Стоит по 89 лир. Ну, а наверху это уже все красители. Сухие такие, видите? Цвет разный есть. В баночках, поскольку они по 20 грамм. Ну, также цена разная. 189, 154. 130. Кармазы красные, это, видите, такой 142 лира. А, еще вот такая, знаете, есть вот типа золота. Вот, но нужен распылитель. Если нет у вас распылителя, можно добавить водки и покрасить конфету, она будет золотая или вот серебряная, видите. Стоит недорого, в принципе, 136 лир, но золотой подороже, 184 лиры. Ну, мне этого не надо. Глюкозный сироп я брала в прошлый раз. Краски все и золото у меня есть. Я еще с России привезла, когда ездила вот в Санкт-Петербург в декабре, то есть в январе. Прошу прощения. Ездила в январе, я там все взяла и привезла домой. Поэтому у меня все это есть пока. Дальше витрина идет орехи.
Орехи разные, фундук, фисташка, видите, миндаль такой есть в лепестках, есть дробленые. Все это орешки. И побольше упаковочки, немного есть поменьше, видите, фисташки более целенькие. Чищенная, сколько она стоит? 729 лир. Фисташки, фундук такой тоже, видите, лепестками. Так, а фундук сколько стоит? Финдык вот 406,90. И такие вот поменьше, видите. А так, это нет, не то. Кто-то положил неправильно. Вот такой дробленый фундук стоит 189 лир за 250 грамм. А наверху вот такие, сейчас поближе покажу, видите, прям мелко-мелко, вот как пыль. Это хорошо, вот конфетки можно обваливать в фундуке. Сколько здесь по весу? 250 грамм и стоит 759,90, ну 760 лир. Ну вот фундук. А это что у нас? А, тоже фундук, да, фундук. Совсем в пыль перемолот. Видите как? С этой стороны мне только понадобился шоколад. Сейчас пройду с другой стороны, посмотрю, что там есть. Может, еще что-то возьму. Здесь витринки с сухими завтраками. Разные такие, видите. Ой, хрустяшки. Ну, я это не очень люблю. Как-то, наверное, наелась. Оставила тележечку, он шоколад положила. И с этой стороны, видите, паста шоколадная. Цены не... А вот вижу. Цена 109 лир. Вот такая. Ну, в магазинах она подешевле все-таки стоит. Это турецкая, а вот это вот, видите, нутелла. Вот такие большие банки, тяжелая такая. Сколько тут? 750 грамм. 750 грамм. Где цена? Цены пока не вижу. Не вот это она. Да, вот она. 272 2 лиры. Вот такая цена. Пасты в ассортименте. Это арахисовая. Есть с орешком такая, кусочками. Есть просто. Потом масло. Вот такое арахисовая паста. Более светлая. Есть в пластмассовых таких вот коробочках пластик, упаковочки. И вот в таких стеклянных по 355 лир. Здесь, видите, 70% фундука. Это фундучная паста. И пошли варенья. На любой вкус. Очень много. Варенья в Турции очень много. Мед продают. Вот смотрите, целые ряды меда. А здесь в сотах. 899. Вот такая баночка стоит меда. По весу это кило 600. В большом ассортименте оливки. Вот такая банка на 2 килограмма стоит 255 лир. Ну, есть просто огромный, почти на 16 килограмм. 3862 лиры. Цена разная, видите, разные марки. Вот такая стоит 1275 лир на 10 килограмм. С ума сойти. Очень большие. Есть зеленые оливочки такие, видите, 15 килограмм. Так, цены не вижу, а вот она внизу, видите, 3161 лира. Метро, конечно, это более дорогие магазины. Сейчас пройдем в следующий ряд. Дойдем туда до холодильных камер. Посмотрим там сыр, все такое. Мне надо сливочный сыр, поэтому зайдем сейчас посмотрим. Здесь же продают оливковое масло. Смотрите, сколько тут, 1099 лир. Стоит 5 литров. Масла разные. И поменьше емкость, побольше. Есть спрей такой в баллончиках небольшие. Стоит 364 лиры. И вот так в ассортименте очень много масла. Это с этой стороны ряды. А здесь подсолнечные. Смотрите, канистры по 16 литров. Очень большие. Очень много разного масла. Кукурузное масло 18 литров. Сколько оно стоит? Так, 18 литров. 1569,90. Так,
ну с этой стороны закрыто. Вот там дальше, где девушка стоит, там обычно все для суши я беру. Поэтому чуть попозже подойду, когда откроют вот эту половину. Посмотрим, что там есть. Так, а это что у нас? Фарш, да? По 4 980, почти 5 килограмм. Сколько он тут стоит? 966,90. Это, по-моему, печенка. Здесь есть в больших холодильниках, но есть и вот такое прям свежайшее мясо. Я не буду уже все говорить, просто покажу цены. Видите, от 1900, 1200, 1300 лир. Такие цены. 2300, вот 2369. Видите, цена, с ума сойти. Вот такие цены сейчас в Турции на мясо. Так, покажу. А это баранина. По 1000, 1200, 1500 почти, 1472. Ну, не вижу куска этого. Может, кто-то забрал. Ну, такие цены, да. 590, я думаю, дешевле, чем 590 нету. Это вот такой вот жирком. Метро, конечно, магазин очень большой. Ну, вы знаете, да, здесь хлеб продают. Ой, смотрите, какая упаковка. На весь лоток длина хлеба. Такие толстые делают. Ну, это для кафе, наверное. Если одна упаковка 169, ну, 170 лир без копеечек. Для хот-догов стоит одна упаковка 75 лир. Сюда подойду к витринке. Здесь заморозка, полуфабрикаты. Упаковочка 164 лиры. Ну, цены, в принципе, разные. Видите, это уже с начинками идут такие слоечки. 408 лир. Сколько здесь? 6 килограмм. Такие разные полуфабрикаты. И уже есть готовые, выпеченные, только разогреть. Все, что хотите. Хоть готовые, хоть тесто купить можно. Видите, здесь со шпинатом 2 килограмма. Сколько стоит? 481 лиру береки. И вот так вся витринка. Видите, хлебушек. Разные такие палочки. Хрустяшки. 75 лир. Ну, у нас в магазинах подешевле, поэтому кто-то закупается в метро, ездит, кто-то в таких сетевых магазинах, смотрю. Хлеб, вот темный хлеб, да, с какими-то семенами. Мне кажется, даже булгур, это такой запеченный, 90 лир. Вот такой темный хлеб. Но черного хлеба, как мы привыкли в Турции, вообще его нету. Такой темный стоит 89,98. Хочу показать немного огненной воды. 1935 лир стоит. А вообще все это очень-очень дорого. Покажу вот вам цены такие, ребята. Смотрите, сколько это все стоит. Было закрыто. Сейчас подойду сюда поближе. Ну вот смотрите, самый маленький 750. Вот такие цены. Ассортимент очень большой, но все очень-очень дорого. Поэтому имейте в виду, сигареты в Турции тоже дорогие. В метро приезжают многие за тем товаром, за то, чего в других сетевых магазинах нет, да, вот даже тот же шоколад я приезжаю, да, или там для суши, тот же соус соевый. В принципе, в сетевых магазинах, если в Мигросе еще иногда бывает соевый соус, а так остального ничего нету, абсолютно. Поэтому приходится сюда приезжать. Не часто езжу, но иногда приезжаю. Вот хотя бы взять, даже видите, вот дижонская горчица. В обычных магазинах я ее не видела. Здесь она стоит 454 лиры. Цена, конечно, очень дорого. Или вот смотрите, трюфель, да, баночка. Небольшая баночка. Сколько тут вес? 160 грамм. Стоит 1750 лир. Обалдеть. Это слайсами нарезан трюфель, а это вот прокручен трюфель. Видите, мелко сделано, стоит 550 лир. Очень дорого.
Я смотрю, имбирь продается, видите, маринованный. 1,5 килограмма. Ну, огромные пачки. Был бы хотя бы на полкило, я бы с удовольствием взяла. 345 лир стоит. Ну, это очень много. Его просто не съесть. Очень много. Вот видите, водоросли. Ну, для суши специально все есть. 159 лир, 14 грамм. А есть подороже. Смотрю, сколько. 550 лир. Здесь же для суши, видите, листы водоросли. 159,90. Это маленький вес. Сколько здесь? 14 грамм. Есть побольше. Так, вес 125 грамм. Стоит уже дороже. 555 лир. И вот такая упаковочка. 140 грамм. Все упаковано. Ну, почти 900 лир стоит. Наверху разные соусы, терияки. Видите, цены разные. Что-то дешевле, что-то дороже. Даже вот эти вот. Это заказывает магазин сам. Сейчас попробую вытащить. Этот соус 54,90. Он недорогой, но он очень вкусный. Я возьму этот соус. Он недорогой, но очень вкусный. Я уже брала, знаю. Здесь в больших банках продают тунец. 616 лир стоит. И даже вот в таких мягких, видите, есть в упаковках тунец. Килограмм. 449 лир. Ну, маленькие баночки. Обычно продают по 2 или по 3 баночки. Здесь 2 баночки по 160 грамм. 368 лир. Цены разные. Разные производители, разная цена. Здесь 3 баночки, да, вот это вот, например, 3 баночки. Одна упаковочка стоит 369 лир. Потом есть фасоль, я смотрю, 55 лир. И 69 красная фасоль. Надо взять будет. Смотрю, сейчас почитаю. Нужно салат приготовить. Ребята, читаю на баночке. Откуда эта фасоль? Через Италию. А импортер Украина, место Киев. Представляете, вот такая вкусная фасолька. Обязательно беру. Дальше вот это все витрины с заморозкой. Что здесь? Луковые кольца. 104 лиры. Потом вот такие палочки. 85 лир. И шариками. Формы разные, видите. Это картофельные. Картофельные палочки и шарики. Сколько? 85 лир. И пошла дальше картошка фри замороженная. Потом еще что-то в коробках. Несу фасоль в свою тележку. Заморозки очень много. Вот смотрите, 173 лиры. Вот такой огромный пакет. Сколько здесь? 2,5 килограмма. Вот такая заморозка. Все есть. И перчик, и морковочка. Все, и капуста. Все. Фасоль. Заморозки очень много. Я смотрю, разные фрукты. Все заморожено. Так, это что у нас? Гранат есть. Видите, вишня. Ну, вы знаете, вот я брала такую вишню, она все-таки не такая вишня, как мы привыкли, а, скорее всего, это черешня. Она, когда растает, ну, совсем другой вкус. Потом, что там, брусника, черника есть. Сколько черника стоит? 269 лир. Вот такая она крупная, видите? Не знаю. Как-то я сомневаюсь. Вот хотелось бы и вишни взять, но второй раз не хочется попадать на одни и те же грабли. Видите, вроде бы вишня, но вкус совершенно другой. Она сладкая, как черешня. Клубника замороженная по килограмму. Что еще? Ежевика. Клубника стоит 300 лир, ежевика чуть дороже, 447. И малинка. Малинка самая дорогая, на 657 лир. Килограмм. Вот смотрите, какая малинка, видите? Немного давленная, немного целая. Упаковки разные, это нужно смотреть. Видите, тут получше упаковочка такая. Все по килограмму. Дальше я смотрю грибы. Замороженные по килограмму. Сколько они стоят? 765 лир.
Это белые грибы, скорее всего, видите? А есть более такие целые. Сейчас попробую открыть, показать вам. Да, белые, видите, ножка такая большая. Вот ой, какой гриб, вот целый он прям, видите, какой большой. По цене этот подороже 1325 лир. И какие-то другие есть. А, это сморчки, помните такие? Они вкусные. Вот такие грибы. Ну, очень вкусные. А стоят они почти 2500. Представляете, сморчки стоят дороже белых грибов. Никогда не думала. Но оказывается, видите, так. Сейчас подойду, посмотрим рыбку. Что почем. Кстати, я вчера ездила в Carrefour и купила рыбу по 274 лиры. Представляете, цена недорого была. Здесь такая рыбка, видите, она уже порезана на кусочки. Сколько она? 619 лир. Рыбы много, видите, это охлажденная, она вся засыпана льдом. Ну, цены покажу вам приблизительно. 400, 500, 570. Вся, видите, засыпана, особо не рассмотреть. Это, скорее всего, или дорадо, или чупра. В ассортименте здесь размер разный. Чем меньше рыба, тем она дешевле получается. А это вот, так, что это у нас? Леврек. 368, если 20 берете штук, если одну, 449. Ну, 450 лир за килограмм. Большая рыба. Видите, сколько льда сразу машины делают. Здесь холодно. И все засыпали. Не рассмотреть. Видите, креветки. Или что это, да, креветки. Это, скорее всего, за 191 лира. Это непонятно, что это. Панцири. А, это просто панцири. Это не полностью креветки. Панцирь 191 лира. А вот рядышком креветки, видите, 1332 лиры. Это большие креветки. Чупра 831 лира. Все засыпано, не рассмотреть. Ну а мелкая рыбешка, вот она совсем, хамса, 406 лир. Рыбы очень много, но все засыпано, не разобрать. Тогда по самону я вам скажу. Смотрите, 864,90. Это норвежский самон. Видите, здесь в упаковках филе большие. Есть целые рыбы. Целая рыба самон 434. А нет, одна, если одну штуку брать, 554. Если 40, то цена почти на 110 лир ниже. Ну, кто-то берет оптом, если у кого там кафе или ресторанчик. Кто-то берет поштучно. Вот такая чупра. Вот она, видите, какая красивая. Стоит 369 лир. Это 400-600 грамм где-то так в среднем. Здесь самон еще продают. Вот 352 лиры. Это маленький турецкий самон. Вот такие рыбки небольшие. Если вы берете 20 килограмм, да, то получается 289 лир. Но я говорю, ездила в Carrefour, купила недорого. Запекла в духовке, обалденная рыбка, поэтому там удобнее играть. Ребята, подошла еще к витринке, здесь обычно продают рыбку такую, икру. Все, вот видите, баночка икры небольшая, 484 лиры. Креветки, я не вижу, сколько там по весу баночка, уже не буду открывать. 1677 лир эта баночка. Или вот такие микс, 2204 лиры. Видите, разные есть. Какая-то рыбка еще. Внизу консервы. Так, все продают. Перчики. Вот килька мелкая, вот она, видите. Такая в банках. Такая в баночках. Одна стоит 800 лир. Еще вот эти хочу показать. Это большие банки. Видите, перчики такие фаршированные сыром. 1099 лир. А бывают маленькие упаковочки. Я смотрю, имбиря здесь тоже нету, только там большие упаковки.
Вот так все. Витринка с деликатесами. В холодильниках много замороженной рыбы, креветки. Видите, уже в кляре сделаны такие. Только обжарить и все во фритюре. Очень удобные. Потом хочу показать крабовые палочки. 639 лир. Сколько здесь по весу? Килограмм. Видите, вот такие. Вот такие, другая упаковочка. Здесь 500 грамм. 353 лиры. Вот такое все. А это вот для суши. А, суши уже полностью готовы. Ребята, сейчас покажу. Первый раз увидела суши тут. Готовые продают. Стоят они 844 лиры. Вот такая коробочка. Видите, все заморожено. Я не знаю, что там будет, если его разморозить. Вкусно это или не вкусно, пишите в комментариях, если кто брал, поделитесь, вкусные эти вещи или нет. Ну, в принципе, я всегда сама делаю суши, я уже знаю, что кладу, и получается намного дешевле, чем даже пойти куда-то в кафе поесть. Сейчас пойду вот сюда, в холодильник, здесь молочка, там очень холодно, но мне нужно посмотреть сыр сливочный. Зашла и сразу смотрите, что здесь продают. Каймак. Это сливки очень вкусные, 99 лир стоят. Есть более такие, видите, большие упаковки по килограмму, 489 запеченные сливки. Ну, это пошли уже йогурты. Емкости маленькие, большие, видите, там ведра огроменные просто. Так, сейчас пройду сюда. Здесь колбаски какие-то, нарезки, масло. Сливочное масло сколько стоит? 648 лир. Ну, в принципе, как и у нас в магазине сетевом. Вот так все, ряды. Вот сливочный сыр. Здесь по полкило. Но у меня есть полкило. Я хотела побольше упаковочку взять. Не видно даже цены, сколько вот этот стоит. 126 лир. Полкило, но это недорого. Ребята, хочу показать вам, смотрите, йогурт 18 килограмм. Представляете, ведро какое? С ума сойти. Ну, берут на кафе, кто занимается этим всем. Сыры, тоже упаковки большие, по 1,5 килограмма. Сколько он стоит? 1,5 килограмма. 685 лир. Здесь один большой холодильник. Вот это помещение. И здесь все полностью. И йогурты, айраны, сливки. Дальше там разное. И молоко есть, и кефир. Всего очень много. В литровых пакетах сливки для взбивания, для тортов. Разные есть. Ну, всего. И молоко. Видите, молоко разное есть. Такие овсяные, миндальные, злаки. Это все кому лактоза, безлактозное молоко. Дальше витрины с такими рассольными сырами. 285 лир. Поменьше на полкило 172 лиры. Ну, это все есть в обычных магазинах. А нам нужно то, чего в обычном магазине не купить. Поэтому смотрим. Смотрите, моцарелла уже натертая, 2 килограмма. Вот такой большой пакет. Сколько она стоит? 760 лир. Да, это дело хорошее. Но займет в холодильнике очень много места. Следующий ряд — это сыры более выдержанные. Вот такие, видите? Сыры твердые. Это выдержанный сыр чеддер. Сколько тут вес? 672 грамма. Так, а вес 675, это за килограмм. Вот такой тулум пейнери сыр. Видите, какой твердый прям. Очень вкусные. Вот эти все выдержанные сыры, копченые, то, что очень дорого стоит, это очень-очень вкусно. Есть косички, видите, большие упаковки. Сколько она стоит тут?
Так, 1097 лир. Немножко другая форма, она подешевле и другой марки. 2 килограмма здесь 995 лир. И появились, кстати, вот я смотрю, в последнее время такие копченые сыры. 2 килограмма головка стоит 1050 лир. Есть и маленькие упаковочки. Вот такие косички или шарики для салата сразу. Маленькие, они подешевле, по 203 лиры. В общем, сыра много. Здесь и в упаковочках таких моцареллу продают, полкило. Да, она в этом моцарелла цены не вижу я, сколько она стоит. А вот она, видите? Нет, это килограмм. Это другое, это вот такая моцарелла килограмм, видите, она в водичке. Она стоит 565 лир. А такая в баночках на полкило непонятно сколько стоит. Еще есть натертая уже моцарелла, маленький пакетик на полкило. Удобно. Стоит 300 лир. И вот такие большие моцарелки для пиццы можно брать, да? Сколько здесь? Вес 2 килограмма. 1070 лир. Рикотта, ребята, тоже. Смотрите. 400 грамм 189,90. Здесь процент жирности. Так, як, не вижу, 10%. И рядышком стоит рикотта. Ну такая же, 10%, но цена почему-то 201 лира. Может, разные завозы, но как-то вот так, видите. Все нужно смотреть. Чинар пенир, вот такой, видите, сыр. И чеддер. Чеддер стоит 383 лиры. Он разный есть. Видите, президентом. Марка президент. Есть гауда. Но она отличается немного от привычной нам по вкусу. Сколько она стоит? 720 лир за килограмм. И маскарпоне, ребята, смотрим. Вот смотрите, какая цена дорогая. 485 лир. 400 грамм. Это почти 800, 750 где-то рублей. Даже нет, больше, наверное. Вот такие сыры. Пармиджано, реджано. Ой, это обалденный сыр. Итальянский. Стоит он 300 лир. Без 1 лиры, да. И грана падана. Это итальянские сыры. И вот 1600 почти лир. Пармиджано реджано. Вот такая. Какой он вкусный. У меня дочь, когда ездила в Италию с мужем, они привозили вот такой большой кусок. Я пробовала. Вот чисто итальянский. Очень вкусный. И что хочу показать вам. Маскарпоне чуть поменьше емкость. 350. Это заказывает сам магазин Метро. И стоимость такой упаковочки 239,90. Так, я вот пришла за сливочным сыром. Это я всегда его здесь покупаю. Видите? 2750. Когда приезжаю, я всегда беру. Это можно и торты делать, и суши, и все что угодно. И стоит сейчас 504 лиры. Ой, нет, 560 лир. Одна упаковка. Цены выросли. Я последний раз брала, по-моему, за 420 лир. Сейчас вот такая цена. Ну что, ребята, я беру это ведро, потому что это все равно удобней брать. И вот смотрите, здесь еще продают масло. Но уже не буду подходить, замерзла. Яйца и колбаски. Колбаски в нарезке есть. Вот такой хамон. Это говядина нарезанная. Видите, есть более мелко нарезанная. А вот есть, сейчас поставлю ведерко. Вот такая, видите, тоненькими слайсами нарезают, очень вкусная. А по цене она сколько? 344. Так, нет, это килограмм 3000. 309 лир. Стоит упаковочка 90 грамм всего-то. Говядина в Турции очень дорогая. И дальше пошла индейка.
поменьше, побольше емкости и колбаски, видите? Все в ассортименте, все есть. Ну, колбасы мне не надо. Вот такая еще, видите, колбаска в специях. 1790 лир стоит. Все, идем на выход. Закоченела в этом холодильнике. Смотрите, какой огромный. Все, выхожу. Ребята, хочу зайти. Видите, нужно прикладывать руку, чтобы дверь открылась. Раз, и дверь открывается. Это мясной отдел. О, тут еще холоднее. Говядина сколько? 1855. Это вот вырезка, видите, такая. Стейки по 1466, 1810. Вот такие цены. Так, это что? Мясо нарезанное, тоже говядина 1190. Это все за килограмм. Очень дорого все получается. Но мясо очень вкусное. 899 лир. На той стороне курица, но уже смотреть не буду, задубела. Все, выхожу. Я хожу с ведерком, с сыром. Ребята, в холодильник как зайдешь, это трындец просто. Очень холодно. Туда хоть бери специальную одежду. Ну, представляете, вот дома зайти в морозилочку маленькую, да, и побыть там хотя бы минут 15. Такие ощущения. Это большой отдел овощи. Фрукты, овощи. Я смотрю, артишоки, видите, в ведерках стоят 200 лир. На рынке, по-моему, 60 лир просили за одну штучку. Ну, как их, я не знаю, как готовить, и кто готовил, напишите, как их готовить. Можно было бы взять, но не знаю. Вот они, видите, нечищенные, вот такие артишоки. А нечищенные 46 лир стоят. Только не поняла, за штучку, наверное, или за килограмм. Ничего не указано. В большом количестве зелень. Но заходить не буду, потому что все покупаем на рынке. На рынке всегда дешевле. Все, видите, очень много всего. И помидоры, и огурцы, и чего только нету. Все-таки немного зашла. Хочу показать вам. Смотрите, видите, это сушеные баклажаны. В упаковочках они стоят по 159 лир. Их фаршируют, вымачивают, потом в водичке фаршируют. А вот это что такое? Еще что-то такой перчик, что ли? Такая вот светлые, непонятно какой-то цвет. Тоже 159 лир. Это все потом фаршируют фаршем, рисом. Перчик такой, видите? Все для фарширования. Очень удобно. Ну, а с этой стороны, видите, ой, даже редиска, это дайкон, что ли, продают. Первый раз вижу. На рынках нету его. А здесь он есть. Видите, как у Метро есть то, чего нет на рынках. Свекла есть, все. Цветная капуста такая вот. Брокколи. Все, пожалуйста, цветная в ассортименте. Здесь чеснок разный. И смотрите, если никто, ну, в принципе, вот в таких упаковочках продают чеснок. Если не заморачиваться, в принципе, цена недорогая, 64,90. Положил в холодильник, он хранится хорошо. Поэтому очень удобно брать в таких упаковках. Ну и тут камеры уже все пошло в холодильнике. С грибами, зелень, миксы разные. Уже готовые помытые салаты. Даже цветы есть. Представляете, вот 180 лир. Вот, можете приготовить салат или что-то и украсить цветами. Обалдеть. Лемонграсс, видите, на рынке его нету, а здесь можно купить. Это все есть в этом магазине. Ребята, вы здесь можете купить, видите, свежую малинку 200 лир. Есть смородина красная 300 лир. Что здесь? Вот это карамбуль, по-моему, да? Если я не ошибаюсь, вот такой типа звездочки, да? Стоит 169 лир. Наверху вот он. И видите, такая паста уже авокадо размятый. 99 лир. Ребята, помимо продуктов, овощей, рыбы, мяса, здесь очень много
бытового такого, сковородки, кастрюли. В общем, сейчас пройду, но цены уже показывать не буду, останавливаться. После холодильника почему-то замерзла очень. Прохожу мимо, здесь чаи, всякие лимонады, в общем, очень много всего. Ну, вы знаете, как вот если у нас, например, в Санкт-Петербурге, такие же большие и ленты, и метры, и Ашаны, и, в общем, огромный просто магазин. Хочу тележку, видите, купила сыр сливочный, фасоль, шоколад и соевый соус. А здесь вот все бытовое. И профессиональной кухни, видите, такие плиты специальные для фритюра, духовки, такие печи для выпекания, термоса. Все есть. Много что запаковано. Ну, проходить не буду близко. Как бы покажу. Видите, весы. Это все есть. Грили. Сколько такой гриль? 11 290. Вот такая штука стоит. О, какой он прям тяжело открывается. И вот такая печь. Стоит 9, ну 10 тысяч почти. Вот такая. Ну, это половина все бытовая химия. Полностью там и ведра. И здесь, видите, все очень много. Это все есть в сетевых магазинах. Поэтому здесь нет смысла даже проезжать. Здесь оно будет все дороже стоить, чем в сетевых. В том же Шоке или Биме, или А101. Поэтому нет смысла здесь проходить. Вот смотрите, все видите. Химии очень много. Вообще всего очень много. Грили. Есть немного мебели уличной. Поэтому всего понемногу. Вот здесь еще пройдем. Посмотрим. Разные баночки. Ну, все намного дороже, чем в любых даже хозяйственных магазинах, куда мы обычно ходим, да? Вот я снимаю видео. Поэтому можете прийти посмотреть, но все дороже. Я еду на кассу. Там еще в очереди постою. На улице вот там продают все. Шезлонги, стулья, полностью садовая мебель. Все из пластика. Все, ребята, заплатила товар. Вот что мне вышло. 2949 лир, 90 курушей. Вот все, что я купила. И шоколад. Будем делать конфеты обалденные. Друзья, на этом мы закончили прогулочку по магазинам. Посмотрели. Я, как всегда, вас брала с собой. Вы все увидели сами, своими глазами. Цены, ассортимент. В общем, все, что было интересного, я вам показала. И то, что мне нужно, я обычно приезжаю сюда и покупаю. Потому что в других магазинах я это просто не могу купить. И неважно, там дороже оно стоит или дешевле, ну, мне это нужно. Друзья, кому понравилось видео, напишите комментарий, поделитесь с другом. Если появилась у вас кнопка «Захайпить», хайпите, это бесплатно. Если нет, ну мало ли она появится. Что еще? Да, друзья, как всегда, я прошу зайти на мой второй канал, кулинарный, называется «Вкусно с Верой», будет закреплен под видео. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока, до новой встречи в новых видео. Мы еще много чего не сняли, обязательно снимем, и я поделюсь, как всегда, с вами. Я всегда вас беру с собой. Все, друзья, всем пока-пока, я вас обожаю. Все, до встречи в следующих видео.